Всем привет! В этом видео мы продолжим с вами вязать кофточку крючком. Мы научились вязать мотивы и соединять их между собой, а также полумотивы для горловины. Осталось связать спинку и полочку и рукава. Ширину спинки и полочки берем по этой схеме. Если внимательно присмотреться, то видно, что спинка, полочка, рукава вяжутся снизу вверх и лишь потом соединяются с мотивами. Значит, отдельно нужно связать такие прямоугольники по размерам. А вот сам узор, который мы будем с вами вязать. Я обязательно покажу, как его вязать. В этом узоре всего 2 ряда, которые мы с вами будем повторять. И заканчивать обязательно нужно вот таким рядом. Посмотрите. Когда мы свяжем спинку и полочку, то уже потом берем нашу кокетку из мотивов и к ней будем присоединять ажурный такой узор. Вот так будем присоединять. На что стоит обратить внимание? В один мотив умещается 3 вертикальных ряда, посмотрите, из цветочков. 3 вертикальных ряда должно относиться к одному мотиву. Начинаем мы сбоку, с уголка, затем будем соединять здесь и доводим до следующего уголка, вот здесь. Посмотрите, какое количество мотивов у вас относится к спинке и к полочке, не к спущенным уже рукавам, а именно к спинке и полочке. Это вам поможет при наборе петель для ажурного узора. А вот сама схема, по которой мы с вами будем вязать. Набираем вначале мы цепочку из воздушных петель. Для одного вертикального ряда нам нужно 12 воздушных петель. Получается для одного мотива 36 воздушных петель. И 1 воздушная петля кромочная. Посчитайте, сколько у вас мотивов и сколько же в итоге петель нужно будет набрать. Если взять за образец вот эту схему, то мы видим, что на спинку и полочку приходится по 4 мотива. Значит, рассчитываем так. 12 петель умножить на 3 вертикальных ряда для одного мотива и умножаем на 4 мотива. Получается 144 петли плюс 1 кромочная. 145 петель нам нужно будет набрать. Надеюсь, тут все понятно? Приступаем к разбору схемы. В начале первого ряда делаем 3 воздушные петли подъема и еще 3 воздушные петли. Затем отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и в 7-ю петлю провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Затем 3 воздушные петли. И теперь будем вязать в каждую 6-ю петлю. Отсчитываем 6-ю петлю и в нее провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 6-ю петлю провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли, столбик с накидом. И так повторяем. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, галочка. Тут важно запомнить, что вяжем в каждую 6-ю петлю. Довязываем весь ряд до конца, чередуем и в крайнюю петлю столбик с накидом. Но теперь мы этот ряд с вами сможем связать. Итак, делаем первую рабочую петлю и набираем необходимое количество петель, цепочку из воздушных петель. Я буду набирать всего 4 вертикальных ряда. Ну а вы набираете нужное количество петель, которые вам понадобится для спинки или для полочки, смотря что вы сейчас вяжете. Вот я набрала необходимое количество петель. Теперь не забываем про кромочную. Вот моя кромочная петелька. А теперь вяжем первый ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И еще 3 воздушные петли. 1,
2, 3. Теперь отсчитываем петлю, с которой мы будем начинать. Смотрите, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Их не считаем. А дальше отсчитываем седьмую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она, седьмая петля. Именно с нее мы начинаем вязать. В начале ряда мы вяжем с седьмой петельки. Держу, не отпускаю. Накид, и в эту петлю провязываю столбик с одним накидом. Вот. Поглядите, что должно получиться. Вот так вот сбоку должно у нас получиться. Вяжем галочку, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в эту же петлю, в седьмую, провязываем еще один столбик с одним накидом. Сейчас наша галочка готова. Продолжаем вязание. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и отсчитываем шестую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заводим крючок в шестую петлю и провязываем столбик с накидом. Теперь будем вязать только в шестые петли. Это в начале один раз мы связали в седьмую, а дальше только в шестые. Делаем 3 воздушные петли, накид, отсчитываем шестую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в эту петлю вяжем галочку. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и столбик с одним накидом. Вот, галочка у нас готова. Вяжем далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид, отсчитываем шестую петлю. 3, 4, 5, 6. И провязываем в нее столбик с одним накидом. В этом ряду мы чередуем галочка, столбик с накидом, галочка, столбик с накидом. Вот как должно получиться. Далее делаем 3 воздушные петли, накид, отсчитываем шестую петлю, заводим в нее крючок и провязываем уже галочку. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и тут же в эту же петельку столбик с накидом. Довязываем так весь ряд до конца. 3 воздушные петли, накид, в шестую петельку провязываем столбик с одним накидом. Вот. Затем делаем 3 воздушные петли и галочку. 1, 2, 3. Накид, отсчитываем шестую воздушную петлю и провязываем в нее галочку. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Я дошла уже до конца своей цепочки. Вы сейчас можете нажать на паузу и спокойно, не торопясь, провязать всю цепочку до конца. Вот сейчас обратите внимание, 3 воздушные петли я провязала, накид, и должно остаться ровно 6 воздушных петель. В крайнюю шестую воздушную петлю столбик с накидом провязываю. Если у вас так, значит вы нигде не запутались и все правильно посчитали. Итак, ставим видео на паузу и спокойно провязываем этот ряд. Но если вы все провязали, давайте смотреть второй ряд. Начинается он с 3 воздушных петель подъема и еще 4 петель. Теперь будем вязать только в середине галочки. Столбик
без накида, пико из 3 воздушных петель, столбик без накида, пико из 3 воздушных петель, столбик без накида, третье пико и тут же под этой же цепочкой столбик без накида. Затем 4 воздушные петли, столбик с одним накидом в вершинку столбика предыдущего ряда, 4 воздушные петли. Снова вяжем столбик, пико, столбик, пико, столбик, пико и еще один столбик, а затем 4 воздушные петли, столбик с накидом, 4 воздушные петли. Ну и довязываем так ряд до конца. В конце в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. Вот такой ряд. Итак, приступаем. 3 воздушные петли подъема и еще 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем наше вязание. Будем вязать под цепочкой у галочки. Сначала делаем столбик без накида. Прям под цепочкой. Столбик без накида. Затем 3 воздушные петли для пико. 1, 2, 3. Соединяем пико с первой воздушной петелькой. И вяжем еще один столбик без накида. Вот. Второе пико. 3 воздушные петли. Заводим крючок в первую воздушную петлю. Соединяем пико. И тут же столбик без накида. Вяжем третье пико. 3 воздушные петли. Заводим крючок в первую воздушную петлю. Соединяем. Столбик без накида. Вот мы с вами провязали 3 пико. Вяжем далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Находим столбик в предыдущем ряду, накид, и за обе стенки в его вершинку провязываем столбик с одним накидом. Так. Далее 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и под цепочкой провязываем столбик без накида, затем пико, 3 воздушные петли, заводим крючок в первую петельку, соединяем и столбик без накида. Вяжем второе пико. 3 воздушные петли, крючок заводим в первую петельку, соединяем, столбик без накида. Третье пико. 3 воздушные петли, заводим крючок в первую петлю, соединяем, столбик без накида. Готово. Поправьте пико, чтобы было все красиво. Далее делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. Столбик с одним накидом. Крючок заводим за обе стенки. 4 воздушные петли. Так. Провязываем 4 воздушные петли и снова под воздушными петлями у галочки делаем столбик без накида, пико, столбик без накида, второе пико из 3 воздушных петель, столбик без накида, третье пико, крючок заводим в первую петлю, соединяем и еще один столбик без накида, про него не забывайте. Вот, очень красивый ряд.
как цветочки получаются. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик с одним накидом. Ну и повторяем 4 воздушные петли. Снова делаем столбик без накида, пико, заводим крючок в первую петлю, соединяем, столбик без накида, 3 воздушные петли для пико, соединяем, столбик без накида, 3 воздушные петли, соединяем в пико и еще один столбик без накида. А вот сейчас, внимание, как нужно заканчивать этот ряд. Делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, накид на крючке и отсчитываем 1, 2, 3, 4. От галочки прям отсчитываем 4-ю воздушную петлю. 1, 2, 3, 4. Заводим в нее крючок и провязываем столбик с одним накидом. Еще раз, от галочки отсчитали 4 воздушные петли. Эта петелька и будет 3-я воздушная петля подъема предыдущего ряда. Просто так ее легче считать. Давайте разберем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, 3 воздушные петли и будем вязать галочку во втором пико. Этот ряд такой же, как и первый. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли и галочка во втором пико. В целом этот ряд точно такой же, как и первый. Как я уже говорила, у нас всего 2 ряда, которые между собой чередуются. Довязываем до конца. В 3-ю воздушную петлю подъема вяжем кромочный столбик с накидом. Давайте свяжем этот ряд. В начале 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще раз 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. Как я уже сказала, будем вязать во втором пико. Находим это второе пико и вяжем там галочку. Накид, заводим крючок прямо в серединку пико. Вот оно второе. Попадите в серединку и провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли, накид и здесь же во втором пико провязываем столбик с накидом. Галочка готова. 3 воздушные петли, накид, провязываем столбик с накидом вершинки столбика предыдущего ряда. Вот уже видно, что у нас получается узор. Далее 3 воздушные петли, накид, находим второе пико, насквозь его продеваем и провязываем галочку. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, накид, столбик с одним накидом, вершинку столбика предыдущего ряда. Нам остается только продолжить вязание. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Делаем накид на крючке, протыкаем насквозь пико, так, и провязываем галочку. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и вершинку столбика провязываем столбик с накидом.
Вот для одного мотива 3 ряда уже готовы. Вам сейчас нужно продолжить вязание, а я покажу, как закончить этот ряд. Вот у меня остался один всего лишь цветочек. Делаю 3 воздушные петли, завожу крючок во второе пико и провязываю галочку. Столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Затем 3 воздушные петли, накид и находим снизу, отсчитываем. 1, 2, 3. Третью воздушную петлю подъема, отсчитываем ее снизу. Провязываем там кромочный столбик с одним накидом. Ну вот и все, ряд у нас готов. Новый ряд у нас точно такой же, как и второй. 3 воздушные петли подъема, 4 воздушные петли и пико. В конце ряда столбик с накидом. Следующий ряд точно такой же, как третий и первый, который мы с вами вязали. Давайте покажу, как начинать новый ряд. 3 воздушные петли подъема и еще 4 воздушные петли. Поворачиваем вязание и будем вязать только под цепочкой у галочки. Делаем столбик без накида, пико из 3 воздушных петель, соединяем с первой петелькой, столбик без накида, пико, соединяем с первой петелькой, столбик без накида, пико, соединяем с первой петелькой и столбик без накида. Затем, провязав вот такой цветочек, делаем 4 воздушные петли и столбик с одним накидом. Вот. 4 воздушные петли и приступаем к следующему цветочку. Столбик без накида, пико, столбик без накида, пико, еще один столбик без накида, пико и еще один столбик без накида. Вот такой цветочек получился. Ну я надеюсь, вы поняли, как вязать этот узор. В нашем узоре всего 2 ряда, которые чередуются. Первый, второй, первый, второй. Если вы хотите вязать со мной, продолжать, то просто перемотайте видео назад и продолжайте вязание вместе со мной. Сейчас вам нужно связать спинку, полочку и 2 рукава. А в следующем видео я покажу, как соединять между собой мотивы и наш узор. Спасибо, что вязали вместе со мной. Не забывайте подписываться на канал и проверьте, нажат ли у вас колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!